Если вы хотите сократить налоговую нагрузку минимум в 3-5 раз, если вы хотите, чтобы ваш растущий бизнес оставался на льготных налоговых режимах, если вы боитесь оптимизации и дробления, если вы хотите избежать споров с ФНС и налоговых доначислений, это видео для вас. Обманывать государство больше нельзя. Все серые схемы ухода от налогов неизбежно вскрываются инспекцией. И это не приговор, поскольку есть абсолютно легальные возможности оптимизации налогов. Коммерсанту нужно быть грамотным и пользоваться тем, что дает нам закон. Но чтобы сэкономить миллионы рублей на налогах, надо постараться. Перестраивать свой бизнес, внедрять изменения, новые схемы работы, создавать новые юрлица, наводить порядок в учете, а также обслуживать новую выгодную модель. Просто так без усилий не получится ни сократить расходы, ни повысить прибыль. Вот пример такой связи. IT-отрасль дает нам большой пакет легальных преференций. Нулевой налог на прибыль, 7,6% страховые взносы, льготные кредиты, гранты. Но одновременно государство усиливает контроль. Требования к тем, кто применяет льготы, постоянно ужесточается. Например, доля доходов от разработки и продажи собственного ПО должна составлять не менее 70% выручки. И основная угроза – неправильная работа с критериями, дающими право на льготы. Власти не хотят, чтобы экономили все подряд. То есть коммерсант построит свой бизнес с учетом преференций, будет платить по низкой ставке и радоваться цифрам в графе рентабельность. А потом в один момент придет инспекция, найдет повод для отмены льгот и доначислит огромные суммы. Поэтому оптимизировать через IT надо грамотно и осмотрительно. Полностью погружаться в законодательство, отслеживать все изменения, ужесточения критериев, а также строить идеально прозрачный учет. Правильная упаковка собственных технологий и структуры вашего бизнеса. Вот кейс. Пример правильной работы. Мы помогали растущему бизнесу. Собственник масштабирует производство и продажи. Необходим найм более 100 новых сотрудников. И если брать всех в штат, то при годовой выручке в 258 миллионов рублей налоги бы составили более 79 миллионов, а рентабельность проекта менее 10%. Но бизнес подпадал под налоговые льготы, связанные с IT. На них мы и опирались при разработке модели оптимизации. Владельцу пришлось заняться легальным дроблением. Несколько новых юрлиц, по которым распределяются сотрудники и потоки выручки. Для того, чтобы появилось право на пониженные страховые взносы, а часть прибыли попала под нулевую ставку. Ноу-хау модели, грамотное юридическое оформление отношений в группе компаний, неаффилированность в новых юрлиц и ИП, интеллектуальная собственность, применение таких вещей, как роялти, франчайзинг, товарные знаки, а также прикрытие в виде нескольких штатных окладов, чтобы не все были самозанятыми. Бизнесу потребовалась серьезная перестройка при внедрении инструментов оптимизации. Также появился дополнительный документооборот, необходимость регулярного обслуживания новой бизнес-модели. Но эти расходы намного меньше, чем итоговая экономия на налогах. Оцените финансовый эффект. Внимание на экран. Снижение налогов на 45,5 миллионов рублей – это более чем вдвое. НДФЛ уменьшился в 7 раз, с 14 до 2 миллионов. Страховые взносы в 14 раз составляют всего 2,4 миллиона рублей вместо 34. И, наконец, трехкратно сократился налог на прибыль. А еще как бонус повышение управляемости бизнеса, возможность вывода средств в интересах бенефициаров. При этом модель абсолютно безопасна для собственника. Нет рисков обвинений в необоснованном дроблении. При создании новых юрлиц обоснованы разумные экономические цели. А, кстати, угроза обвинений в необоснованном дроблении бизнеса и уходе от налогов – это уже много лет один из любимых инструментов репрессий против предпринимателей. Более 80% судебных споров между ФНС и коммерсантами в пользу инспекции. Те, кому не повезло, сталкиваются с доначислением сэкономленных налогов плюс пени, плюс штрафы 20-40%. Дробление очень тонкая тема, но без нее не выжить. Особенно если ваш бизнес растет и масштабируется. Некоторые отрасли производства, торговли, услуг растут на 30-50% в год. Но этот процесс сопряжен с серьезным риском превышения лимитов выручки по УСН 219 миллионов в год и вылет на общую систему налогообложения. Ведь тогда НДС и налог на прибыль съедают рентабельность, либо ведут к проигрышу конкуренции. Перестаем попадать в цену.
Успешными могут быть лишь те предприниматели, кто работает на льготных спецрежимах. Дробление – единственный выход, но оно должно быть легальным и без последствий. Вот пример грамотного применения оптимизации через дробление. К нам пришел собственник группы компаний. Бизнес связан с продажами на маркетплейсах, а также с собственным производством для реализации в B2B секторе. Одни субъекты работают на ОСН, другие на ОСН с НДС. В прошлом году выручка составила 500 миллионов рублей, но при расширении она вырастет до 1,8 миллиарда рублей в год. Риск очевиден. Отдельные ПО внутри группы потеряют право на ОСН и патент и будут переведены на общую систему с доначислением НДС и налога на прибыль. Без дробления налоги превысили бы 368 миллионов рублей в год, ставя под угрозу рентабельность всего проекта. Мы разработали и внедрили модель легального, экономически обоснованного дробления бизнеса с разведением финансовых и товарных потоков по разным юрлицам и безупречностью деловых целей. Всю схему раскрывать не буду, но покажу несколько моментов. Отдельные сегменты внутри производства соответствуют всем критериям НИОКР. И это пониженная ставка НДС. В итоге была проведена правильная упаковка учета под НИОКР, а у других юрлиц сохранилась возможность оставаться в пределах лимита выручки, с правом работать на ОСН и не платить НДС вообще. Такая перестройка бизнес-процессов позволила сократить выплаты по НДС в 5 раз – 26 миллионов рублей вместо 130. Налог на прибыль вместо 23 миллионов составил всего 1 миллион, а создание новых ИП на патенте позволяет экономить серьезные суммы на НДФЛ и страховых взносах. Также на них заводятся отдельные потоки выручки, снижая угрозу превышения лимитов. Финансовая сторона модели очень выгодна для собственника. Налоги с выручки в 1,8 миллиарда рублей составят лишь 369 миллионов, прибыль проекта 470 миллионов, а без оптимизации через дробление она бы составила всего 175 миллионов рублей. Идеальная документальная и юридическая проработка позволяет отдельным субъектам группы компаний работать на льготных режимах ОСН и патенты, без НДС и налога на прибыль. И у собственника есть самые надежные доказательства самостоятельности юрлица ИП, а также обоснованности действий по дроблению. Все сделано так, чтобы инспекция не смогла обвинить предпринимателя в уходе от налогов за счет дробления. Параллельно проводились необходимые изменения в бизнес-процессах. Это не только обеспечило клиенту юридическую защиту от претензий ФНС, но и усилило владельческий контроль внутри группы компаний. Такую безопасность могут обеспечить лишь опытные налоговые консультанты. Самая надежная и выгодная схема оптимизации – это та, которую вы получите при обращении к нам. Моя команда профессионалов поможет вам экономить легально. Если хотите, записывайтесь на 30-минутную консультацию или приезжайте ко мне в офис на личную встречу. И мы поможем понять, где вы переплачиваете и что можно предпринять для того, чтобы повысить прибыль бизнеса и сократить обязательства перед бюджетом.